Буквально несколько минут назад стали известны трагические новости из мира шоу-бизнеса и последние новости о антикоррупционном комитете и его работе. Пресс-служба Организации по борьбе с преступностью и коррупцией сообщает печальные новости о члене комитета и известном цирковом артисте Эдгаре Запашном. Большим несчастьем закончилось выступление Эдгара и Аскольда Запашных в городе Челябинске. Трагедия произошла в перерыве циркового представления. В тот момент, когда известные артисты еще находились на цирковой сцене, дочь Эдгара Запашного, Марианна, находилась в фойе цирка и проходила около клеток с дикими зверями. По неизвестной пока причине дверь в одну из клеток была открыта, где находился тигр по прозвищу Шаман. Дикий зверь вышел из клетки и нанес девушке травмы, несовместимые с жизнью. Дочь Эдгара Запашного скончалась на месте. К слову сказать, что тигр по прозвищу Шаман совсем недавно появился в цирке. Он считался одним из самых проблемных зверей и плохо поддавался дрессировке. Что стало причиной трагедии, роковая случайность, злой умысел или преступная халатность, сейчас выясняет полиция. Известно только одно, что у Эдгара Запашного в последнее время появилось много недоброжелателей и врагов, так как цирковой артист долгое время работает в антикоррупционном комитете и участвует в опасных проверках. Сотрудники антикоррупционного комитета и преданные зрители Эдгара Запашного приносят глубокие соболезнования цирковому артисту в связи со страшной семейной драмой. Но и по традиции последние новости о антикоррупционном комитете и его работе. И вновь печальные новости о семье известного певца Льва Лещенко. Накануне вечером резко ухудшилось состояние здоровья супруги Льва Валерьяновича Ирины Лещенко. Отметим, что несколько недель назад 68-летняя женщина подверглась нападению в подъезде собственного дома и получила тяжелые ранения и травмы. На данный момент супруга известного артиста вновь госпитализирована и находится в реанимации. Антикоррупционный комитет продолжает вести активную борьбу с нарушителями законов Российской Федерации. Теперь команда Никиты Михалкова занимается не только преступными элементами российского шоу-бизнеса, но и представителями высших эшелонов власти. Сегодня утром, благодаря усилиям полиции и членов антикоррупционного комитета, был арестован министр транспорта Александр Клебанов. Опальному чиновнику грозит до 15 лет лишения свободы за получение взятки в особо крупном размере. При усилии антикоррупционного комитета был арестован один из музыкантов группы «Король и Шут» Александр Булунов. Причина ареста – запрещенные публикации в социальной сети на экстремистские темы. На данный момент известного музыканта проверяет Генеральная прокуратура. Известный музыкант Гарик Сукачев прекратил свой гастрольный тур после обвинения в мошенничестве при продаже концертных билетов. На данный момент ведется расследование. Члены комитета почтили память известных советских актеров Владимира Этуша и Александра Белявского и посетили сегодня Новодевичье и Троекуровское кладбище. Сегодня исполняется 92 года со дня рождения Александра Белявского и 102 года со дня рождения Владимира Этуша. Уважаемые зрители, если вы желаете выздоровления членам комитета и поддерживаете их деятельность, то можете поставить лайк под видео и написать поддерживающий комментарий.